Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Всем мирного и голубого неба над головой. Сегодня в этом видео поговорим о том, что же нужно сделать перед выходом из дома, чтобы ваш день прошел удачно, благополучно и успешно. Вы знаете, существуют особые народные приметы на удачу перед выходом, которые помогут вам защититься от любых неожиданных и неприятных событий в нашей жизни. Многие люди, когда отправляются в дорогу, как правило, присаживаются на дорожку. А знаете для чего? А для того, чтобы избежать каких-либо неудач и проблем. И вы знаете, это действительно работает, потому что эти знания передавались из поколения в поколение. И наши предки понимали и передавали эти знания. Давайте вместе с вами поговорим о приметах на удачу, которые действительно помогут вам, каждому из нас, избежать неприятностей, проблем и успешно выполнить все запланированные дела не только в поездке, но и каждый день. Давайте мы начнем с того, что если вы собираетесь на собеседование или на какую-то важную встречу, то знайте, что лучше не возвращаться домой за оставленной вещицей. Однако, если вы забыли что-то ценное, тогда, когда вы вернетесь домой, не забудьте посмотреть в зеркало и обязательно улыбнуться. Как вариант, вы можете показать своему отражению язык. Также некоторые говорят о том, что можно съесть что-то на кухне. И прежде чем выйти из самого дома, для привлечения успеха и удачи, погладьте угол стола. Поэтому на ваше усмотрение, но в любом случае, если вы что-то забыли, даже если это телефон, кошелек, не знаю, какие-то, возможно, документы очень важные, то вы должны понимать о том, что в первый момент, когда вы должны возвращаться, вы должны думать не о том, что все, день не удался, или он испорчен, а просто вспомнить о том, что вы должны сделать. То есть заходим, смотрим в зеркало, улыбаемся, кто-то может покорчить язык своему выражению, после этого выходим и закрываем двери. Также обращаем ваше внимание, что если вы, выходя из дома, столкнулись в дверях или уже на самой улице с пожилой женщиной, то лучше все-таки вернуться домой и побыть там некоторое время. Почему? Дело в том, что встреча с женщиной в годах чревата определенными проблемами, а добрая энергетика вашего дома, она поможет нейтрализовать негатив. Это очень важно делать именно в те моменты, когда вы идете на какую-то встречу, когда вы идете на собеседование. Конечно, если у вас дальняя дорога, то вы уже выходя, вы, конечно же, понимаете о том, что у вас время расписано, особенно когда мы летим с вами на самолет или едем поездом, автобусом, да, то есть у общественного транспорта есть определенное расписание, поэтому все же старайтесь сделать так, чтобы вам была удача. Также обращаем ваше внимание, что среда и четверг это, наверное, одни из благоприятных дней для тех, кто собрался в дальнюю дорогу. Очень интересно, что если вы планируете лететь где-то на отдых, отдыхать всей семьей, то старайтесь стартовать, чтобы ваш отдых начинался или ваш полет, дорога начиналась именно в среду или в четверг. Почему именно так? Дело в том, что благодаря этим дням и энергетика этих дней так вибрирует, что бы у вас не было, будет проходить все прекрасно, будет проходить замечательно. Кроме того, вы вернетесь действительно из путешествия, с дальней дороги воодушевленными. У вас будет что рассказать. Знаете, вот это имеет очень важное значение. Ну а чтобы ваш день прошел удачно, а дорога оказалась легкой, то перед выходом всегда присаживайтесь на дорожку. Это, во-первых, поможет зарядиться позитивной энергетикой дома, которая будет охранять вас и отражать неудачи. Также обращаем ваше внимание, что если вы едете на отдых, например, всей семьей, то на дорожку должны не только вы присесть, но и все члены семьи. Вы знаете, да, присели, буквально пару секунд встали и отправляетесь в дорогу. То есть не комплексуйте по этому поводу. Почему? Потому что многие думают, что это какие-то забабоны, что это наши бабушки,
бабушки, дедушки. Но вы знаете, мы живем с вами в таком современном мире, что все равно это все продолжает работать и действовать. И очень важно, чтобы вы перенесли это в свою жизнь. Также обращаем ваше внимание, что если на пороге вашего дома вы встретились с молодой женщиной, то обязательно поздоровайтесь с ней, даже если вы ее совсем не знаете и вы ее увидели первый раз. Потому что почему? Дело в том, что она вестница удачи для вас. А если вы выглянули из окна или встретили нищего на улице, знаете, это также добрый знак для вас. И, конечно же, если вы не забываете, обязательно говорите магические слова перед выходом из дома. И именно такие слова, они действительно помогут вам привлечь удачу, открыть дорогу изобилию, достатку, благополучию в вашу жизнь. Давайте еще поговорим о том, что часто бывает так, что когда мы даже не в дорогу отправляемся, идем в магазин, на работу, неважно, и нам навстречу кто-то из членов семьи или соседка спрашивает, вы куда или ты куда идешь. Никогда не отвечайте куда. Говорите на Кудыкину гору. Это очень важно. Также научите этими словами говорить ваших внуках, ваших детей. Потому что такая оговорка поможет вам призвать удачу и отпугнуть неудачу, беды и проблемы, которые могут быть в дороге. И вы знаете, вот именно когда вы говорите на Кудыкину гору, вы таким образом ставите достаточно мощную защиту от неприятностей и проблем в вашей жизни. Поэтому ты куда? На Кудыкину гору. Ну, а чтобы каждый день приносил вам счастье и удачу, важно носить при себе талисман или, как вариант, кусочек сушеной полыни. А полынь очень сильно помогает вам, особенно если в вашей жизни есть недоброжелатели и есть враги. Также, отправляясь в дорогу, или вы идете на работу, или вы идете на собеседование, на какую-то важную встречу, возьмите, переверните табуретки ножками вверх. Это поможет привлечь удачу. Очень удобно эту практику проводить в тот момент, когда вы идете на собеседование, или идете в какую-то компанию, где вы знаете, что у вас будут социальные гарантии, что у вас будут и хорошая будет зарплата, премии и так далее. Не поленитесь, когда вы идете на собеседование, и когда вы идете на работу в первый день, свой первый трудовой день, переверните табуретки ножками вверх. Это очень важно. И пусть ваши близкие, кто проживает с вами, ни в коем случае до прихода вас домой табуретки не переворачивает. Также, когда вы выходите из дома, смотрите всегда под ноги. И, пожалуйста, старайтесь не спотыкаться, потому что, когда вы споткнулись о порог, к сожалению, это недобрый знак. Многие люди считают это все-таки ерундой, забабонами, но это все-таки наши предки придавали этому особое значение. А вот если вы уже по пути споткнетесь правой ногой, знаете, это к счастью. Кстати, если вы постучите 2 раза об дверной косяк при выходе из дома, вы таким образом привяжете к себе удачу. Поэтому, если вы считаете, что вам не хватает удачи по жизни, каждый раз, когда вы выходите из дома, стучите 2 раза об дверной косяк. Также, пожалуйста, не роняйте ничего, когда вы выходите из квартиры, потому что эта народная примета сулит неприятности вам в дороге. Ну а чтобы зарядиться удачей, переступайте через порог только правой ногой. Также, прежде чем покинуть свой дом, это утром, или вы идете на работу, или идете в магазин, или даже если вы едете в какую-то командировку, всегда смотрите в зеркало и улыбайтесь себе. И будет очень здорово, если вы будете говорить какие-то слова на удачу. Например, я привлекаю удачу, или удача со мной везде, истинно да будет так. Вы можете для себя придумать какие-то другие слова. Возможно, вам не только удача нужна, а и еще другие моменты для вашей жизни. Вы лучше знаете, что вам не хватает в жизни в данный момент. Ну, а если вас ждет долгая дорога, то положите в карман брюк или в кошелек монетку, которая просто лежала у вас дома. Потому что именно такая монетка, она будет работать как талисман и будет оберегать вас и привлекать к вам фортуну.
Если вы собираетесь на какую-то важную встречу или вы собираетесь в путешествие, нельзя ни при каких обстоятельствах перед выходом подметать и мыть полы. Это также касается, если вы, например, куда-то едете, потому что иначе могут планы нарушиться и могут возникнуть какие-то неприятности. Ну а если начался дождь перед вашим выходом, то это достаточно доброе поверье, и в пути ожидает удача. Также очень хорошая примета, если вы, например, что-то начинаете делать, идет дождь или снег. Например, также если свадьба у вас и идет дождь или снег, да, неприятно, некомфортно, но это удача у вас будет всегда в вашей семье. Ну, а если вы решили примерить обувь старшего члена семьи перед тем, как выйти за дверь, это к удаче. Вот, друзья, теперь вы знаете, на какие моменты обязательно нужно обращать внимание для того, чтобы привлечь удачу, изобилие и благополучие в свою жизнь. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. А мы с вами услышимся уже в следующем видео.